Международный валютный фонд начал распределение 650 миллиардов долларов, которые предназначены для поддержки экономики стран в период пандемии. Несмотря на призывы белорусских демократических сил и диаспор не выделять средства нелегитимному режиму, свою долю в размере около 900 миллионов Лукашенко все же получит. Однако тут есть существенный нюанс. Средства МВФ – это не физические деньги, а так называемые специальные права заимствования, то есть расчетная единица самого фонда. Расплатиться ею за товары или услуги нельзя, однако возможно конвертировать на бирже в валюту по рыночному курсу, либо погасить долг перед кредитором. А поскольку главный кредитор режима братская кремлевская диктатура, то проблем с выводом валюты возникнуть не должно. Важно отметить, что МВФ – это финансовая структура, которая ведет отношения с национальными казначействами и выполняет перед ними свои обязательства. Однако известно несколько прецедентов, когда фонд все же замораживал свои отношения с некоторыми странами. Так произошло с Афганистаном и Венесуэлой. В обоих случаях фонд не имеет возможности работать, поскольку в государствах нет правительства или законной власти. Все это очень напоминает ситуацию в Беларуси, однако в нашем случае по факту нет ситуации двоевластия, как в Венесуэле. По словам представителя штаба Светланы Тихановской, экономиста Олеся Олехновича, команда народного лидера намерена продолжить работать над непризнанием МВФ легитимности режима и ограничением доступа к специальным правам заимствования и конвертации выделенных средств в валюту. На данный момент главным достижением штаба является визит Тихановской в Вашингтон, результатом которого стали письма президенту США и американским представителям в МВФ от представителей обеих палат Конгресса с просьбой содействовать заморозке перевода средств. Пока с тружениками колхозов расплачиваются навозом, а на заводах месяцами нет денег на зарплаты работникам, на МАЗе решили, что могут себе позволить выбросить на ветер $1 миллион. Причем это не фигура речи. По информации канала Белсат, круглую сумму планируется потратить на украшение фасада предприятия. Судя по всему, для того, чтобы пустить пыль в глаза врагам с Запада, которые вероломно ввели санкции против и без того убыточного завода. Отметим, что на фасаде административного корпуса МАЗа гордо поблескивает облупившийся профиль вождя революции Ульянова Ленина в 2 экземплярах. Одноименные ордена завод получил еще во времена своего промышленного расцвета, но так и не смог достигнуть более значимых высот. Вероятно, Лукашенко решил, что на его машиностроительном флагмане не должно быть чужих портретов, особенно каких-то там вождей. Но не исключено, что гигантская сумма может быть потрачена и на другие атрибуты единовластия, вроде самого высокого в мире флагштока под красно-зеленое полотнище. Примечательно, что на момент написания этой новости с сайта госзакупок iStradeBuy пропала страница, на которой было опубликовано техзадание на дорогие строительно-монтажные работы для МАЗа. Если у вас есть информация о ситуации на заводе, вы можете поделиться ею в нашем чат-боте, ссылку на который вы сейчас видите на своем экране, а также найдете в описании к этому видео. С нового учебного года в белорусских школах дети будут изучать военно-патриотическое воспитание. Новый предмет не коснется начальных, вечерних, вспомогательных школ и специализированных лицеев. Правда, денег на новых сотрудников для реализации задуманного у государства нет, поэтому в Министерстве образования не придумали ничего лучше, кроме как отказаться от должности педагога-психолога. То, что военная подготовка стала большим приоритетом в сравнении с психологическим обеспечением образовательного процесса, родителям не понравилось, и они создали петицию с требованием пояснить, на каких основаниях в школах должность руководителя по военно-патриотическому воспитанию ввели вместо должности педагога-психолога. Кроме того, белорусы недоумевают, кто будет данный предмет преподавать, если в университетах страны не готовили соответствующих специалистов. Как и не понимают люди, зачем военное воспитание девочкам, проводилось ли общественное обсуждение перед принятием такого решения и что вообще значит термин «военное воспитание». Вопросов у людей по принятию данного решения Минобразования много, только вряд ли кто-то в состоянии дать на них адекватные ответы. Еще одним одиозным решением в сфере образования скоро может стать закрытие всех частных школ и детских садов страны. На сегодняшнем республиканском педсовете в Минске министр образования заявил, что именно они использовались в политических целях и становились опорой для цветных революций. Поэтому теперь обучение и воспитание детей должно быть под пристальным контролем государства. Одиозное высказывание Карпенко уже стало главной темой насмешек и создания мемов в социальных сетях. К сожалению, с такими чиновниками наша страна так и останется причиной для всемирного фейспалма. 2 года химии за восстановление граффити с диджеями перемен. Такой приговор вчера вынес суд Центрального района Минска жителям площади Перемен. Обвиняемыми по делу стали 37-летний Василий Логвинов и 29-летняя Диана Короткевич, которые, по версии следствия, своим рисунком нанесли ущерб товариществу собственников паркинг на Сморговском на 334 рубля и 1 копейку. Несмотря на то, что эту сумму политзаключенные возместили еще в мае, дело квалифицировалось по уголовной статье о злостном хулиганстве. Согласно материалам
материалам дела Кранкевич, Логвинов и другие неустановленные лица в ночь с 7 на 8 мая из хулиганских соображений, сопряженных с грубым нарушением порядка и очевидным неуважением к гражданам, взяли в руки два трафарета и нанесли эмалью белого и черного цветов рисунок на улице Червякова. Свою вину обвиняемые признали частично, согласившись только с частью о нанесении рисунка, однако, по их мнению, к этому делу можно пришить только административную статью, но никак не тяжкую уголовную. Прокурор Артем Цветков с такими доводами не согласился, заявив, что действия обвиняемых квалифицированы правильно. Тем не менее, он попросил суд исключить из обвинения несколько пунктов о том, что подсудимые мешали отдыхать жителям улицы Червякова, и о политическом мотиве поступка. Цветков решил, что граффити – это банальная хулиганка. Отметим, что у так называемого законника весьма непростые отношения с политикой. Так, этой весной он запросил 2 года химии для мужчины, который оставил комментарий позывной «Дрищ» под фото силовика. Гособвинитель заявил, что поводом к написанию таких страшных слов стала политическая, идеологическая вражда. Судья Дмитрий Корсюк, также отметившийся на конвейере политических дел приговорами пенсионеркам за чтение книг в электричке, в позиции прокурора никаких противоречий не нашел и назначил обвиняемым именно тот срок, который запросил Цветков. Пока на режимном телевидении пишут новые сценарии к сюжетам о том, как соседние страны убивают нелегальных мигрантов, эти же страны, в свою очередь, пытаются помочь людям, которых нелегитимный использует в собственно созданной войне с Евросоюзом. Так, сегодня стало известно, что на белорусской границе вот уже 3-й день не пропускает гуманитарный конвой, организованный польской стороной. Фура с палатками, одеялами, полевыми кроватями и средствами защиты предназначена для мигрантов, которые застряли между двумя государствами более 2 недель назад. В основном это граждане Афганистана, которые пытались нелегально пересечь польскую границу, но им помешали пограничники. А когда мигранты попытались вернуться в Беларусь, вооруженные силы нашей страны не дали им это сделать. В итоге около 30 человек оказались заблокированы в полевых условиях без воды, еды и теплых вещей. Польская сторона заявляет, что с воскресенья они ждут на границе разрешения от белорусской стороны, которая пока не выходит на связь. В свою очередь, Лукашенко на саммите ОДКБ уже высказался по данному поводу, заявив, что мигранты шли в Германию, куда их позвала Муттер Меркель, но поляки словили их на своей территории и выдворили в Беларусь под угрозой оружия, стреляя поверх голов. Доля здравого смысла в словах диктатора все же имелась, когда он начал жалеть обездоленных людей, которые при всего 7-8 градусах тепла сидят под открытым небом. Хотя это лишь очередная игра на публику, иначе мигрантам бы уже давно помогли или хотя бы позволили это сделать полякам. Остается только надеяться, что нелегалов не используют для очередной пропаганды на ОНТ и не изобьют до полусмерти для очернения соседнего государства. Зі святом Украину! Сегодня страна-соседка празднует 30-ю годовщину независимости. В этот день был принят акт провозглашения независимости восстановившей государственность страны. Сегодня в Киеве прошел масштабный военный парад, почетными участниками которого стали многочисленные зарубежные гости. Среди них вселенский патриарх Варфоломей, президент Литвы Гитанас Науседа, президент Польши Анджей Дуда, а также бывшие главы украинского государства, кроме Виктора Януковича, лишенного звания президента Украины после своего бегства из страны в 2014 году. Кроме того, вчера была запущена Крымская платформа, международная инициатива, главная цель которой — возвращение Крыма в состав Украины дипломатическим путем. В числе ее участников 43 государства и 5 международных организаций, включая Совет Европы и НАТО. Путь к независимости для Украины был и остается непростым. За 7 лет российской агрессии на Донбассе и оккупации Крыма погибли тысячи украинских солдат. Сотни тысяч человек стали беженцами. В Крыму продолжаются репрессии в отношении коренного населения крымских татар. Но несмотря на все трудности, украинцы не прекращают строительство своего по-настоящему суверенного государства. Команда Маланки желает им в этом успеха. И это все на сегодня. Не забывайте ставить лайк и писать комментарии для продвижения этого видео в тренды, а также подписываться на наш канал Маланка Медиа. До юбилейных 100 тысяч нам осталось совсем немного. Не забывайте подписываться и на канал Маланка Лайв, где вас ждет множество новых ток-шоу. Хорошего всем вечера и живи Беларусь!